Добро пожаловать на наш канал языковой практики. В этом видео мы усовершенствуем наши навыки слушания и разговорной речи посредством различных повседневных разговоров. Доступны английские субтитры, и вы можете легко переключиться на свой местный язык, используя функцию автоматического перевода в настройках YouTube. Давайте практиковать наши языковые навыки вместе каждый день. Урок 1. Проблемы здравоохранения. Привет, Анна. Ты читала о препятствиях на пути улучшения медицинского обслуживания во многих больницах? Привет, Джон. Да. Весьма тревожно видеть, как часто наблюдается хроническая нехватка ресурсов. Точно. Многие учреждения испытывают нехватку медикаментов и оборудования. Нехватка персонала также может создать серьезные проблемы в предоставлении качественной медицинской помощи. Определенно, у перегруженных работой медицинских работников может не хватить времени, чтобы должным образом оказать помощь каждому пациенту. Это может привести к выгоранию, которое затрагивает как персонал, так и пациентов. Это сложный цикл. Истинной. Кроме того, проблемы с финансированием могут помешать больницам внести необходимые улучшения. Да, ограниченные бюджеты затрудняют модернизацию технологий или расширение услуг. Я также заметил, что доступ пациентов к медицинской помощи может стать серьезным препятствием, особенно в сельской местности. Абсолютно. Людям, живущим в отдаленных местах, часто приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить медицинскую помощь. А транспорт может стать проблемой, особенно для пожилых людей или людей с проблемами со здоровьем. Это сложный вопрос, требующий комплексного решения. Слышали ли вы о каких-либо инициативах по решению этой проблемы? У меня есть. Некоторые организации работают над телемедициной, чтобы улучшить дистанционный доступ к здравоохранению. Это отличное нововведение. Телемедицина может помочь пациентам, которые не могут легко добраться до больниц. Точно. Это также позволяет ускорить консультации, что может иметь решающее значение в срочных ситуациях. Я надеюсь, что больше больниц примут эти технологии. Это может действительно изменить уход за пациентами. Конечно, а повышение осведомленности о проблемах здравоохранения также может способствовать переменам. Да, информирование общественности о проблемах и решениях может стимулировать участие сообщества. Все дело в сотрудничестве между поставщиками медицинских услуг, политиками и сообществами. Абсолютно. Вместе мы можем работать над созданием более эффективной и доступной системы здравоохранения. Я оптимистичен, что, продолжая прилагать усилия, мы сможем преодолеть эти препятствия в здравоохранении. Урок 2. Быстрый перерыв. Привет, Анна, не могла бы ты проверить, что на обед я чувствую голод и усталость? Привет, Джон. Конечно. Я просто думал об этом. Есть ли у вас предпочтение относительно того, что нам следует есть? Я действительно мог бы съесть что-нибудь сытное, например, бутерброд или теплый суп. Сэндвич звучит великолепно. Мы могли бы добавить немного свежих овощей и красивую намазку. Да, а может быть, к нему еще чипсы или салат. Идеальная идея.
Салат будет освежающим, особенно если добавить немного орехов и сыра. Мне это нравится. Есть ли у вас какие-то особые пристрастия? Например, определенный тип сэндвича? Мне хочется классический клубный сэндвич с индейкой, беконом и авокадо. Ням! Звучит вкусно. Я мог бы попробовать жареный сыр с томатным супом. Отличный выбор. Жареный сыр так успокаивает, особенно в такой утомительный день. Точно! Это похоже на теплые объятия в форме еды. Стоит ли заказывать в нашем обычном месте? Да, давайте придерживаться того, что мы знаем. Их сэндвичи всегда свежие и вкусные. Тогда я оформлю заказ. Как насчет того, чтобы нам еще и печенье на десерт принести? А, это было бы приятно. Печенье с шоколадной крошкой всегда остается фаворитом. Согласованный. Я добавлю их в заказ. Это точно будет сытный обед. Я не могу дождаться. Еда чего-нибудь вкусного определенно повысит нашу энергию. Конечно. Кроме того, это хороший отдых от нашего напряженного дня. Точно. Давайте насладимся обедом и зарядимся энергией до конца дня. Звучит как план. Я позвоню прямо сейчас. Урок 3. Равнинные индейцы. Привет, Анна. Я читал об индейцах равнин и их методах охоты. Привет, Джон. Это звучит интересно. Я знаю, что они охотились на буйволов, особенно после того, как у них появились лошади. Точно. Когда у них появились лошади, охота на буйволов стала намного эффективнее и динамичнее. Должно быть, это существенно изменило их образ жизни. Охота верхом обеспечивает большую мобильность. Конечно, равнинные индейцы могли гоняться за стадами буйволов по обширным равнинам, что изменило для них правила игры. Я могу себе представить. Это также позволило им покрыть большую территорию и легче находить пищу. А когда они начали использовать оружие, это еще больше изменило их охотничью практику. Да, с помощью оружия они могли убить буйвола с большего расстояния, что делало его более безопасным для охотников. Верно. Это также означало, что они могли охотиться на большее количество буйволов одновременно, более эффективно поддерживая свои племена. Это увлекательно. Внедрение новых технологий всегда влияет на традиционные практики. Абсолютно. Интересно посмотреть, как эти изменения повлияли на их культуру и образ жизни. Считаете ли вы, что использование оружия изменило их отношения с природой? Вероятно, так оно и было. Хотя это обеспечило больше ресурсов, это также могло привести к чрезмерной охоте и изменениям окружающей среды. Это решающий момент. Баланс между использованием ресурсов и устойчивым развитием важен для любой культуры. Да, равнинные индейцы питали глубокое уважение к природе, что проявляется в их традициях и верованиях. Я восхищаюсь этой связью с Землей. Это то, чему мы все можем научиться сегодня, верно?
Определенно, понимание нашего влияния на окружающую среду имеет важное значение для будущих поколений. Мне нравится, как история преподает нам ценные уроки об устойчивом развитии и уважении к природе. Точно! Изучение прошлого может помочь нам сделать лучший выбор для будущего. Урок 4. Времена года и погода. Привет, Анна! Ты заметила, что в северных районах очень холодная и темная зима? Привет, Джон. У меня есть. Людям, живущим там в это время года, должно быть тяжело. Определенно! Недостаток солнечного света может повлиять на настроение и уровень энергии. Это правда. Я читал, что некоторые люди используют светотерапию для борьбы с зимней хандрой. Да, это помогает имитировать солнечный свет и может улучшить их самочувствие. А как насчет лета? Я слышал, что лето в этих регионах довольно короткое. Им действительно нужно извлечь из этого максимум пользы. Абсолютно. Как будто они укладывают все свои мероприятия на свежем воздухе всего в несколько месяцев. Я могу себе представить. Как вы думаете, есть ли у них какие-нибудь специальные летние фестивали, посвященные теплой погоде? Я верю в это. Во многих северных общинах проводятся фестивали, посвященные короткому лету. Это звучит чудесно. Должно быть, это отличный способ объединить людей и насладиться природой. Да, кроме того, во время этих мероприятий они могут продемонстрировать местную еду, музыку и поделки. Мне нравится, как сезонные изменения могут принести уникальные традиции и праздники. Точно! Интересно наблюдать, как разные культуры адаптируются к окружающей среде. Говоря об адаптации, думаете ли вы, что у людей в более холодных регионах есть особые способы оставаться уютными? Определенно. У них часто есть отличное зимнее снаряжение, например, утепленные куртки и термобелье. А теплые напитки, такие как горячий шоколад и чай, должны быть основным продуктом питания в эти холодные месяцы. Конечно, уютиться у костра с теплым напитком звучит так заманчиво. Мне бы очень хотелось когда-нибудь пережить зиму на севере, просто посмотреть, как они с ней справятся. Это было бы приключение. Наслаждаемся красотой заснеженных пейзажей и уютными традициями. Да, и было бы интересно посмотреть, как разные люди воспринимают времена года. Каждое время года имеет свое очарование, и в каждом из них нужно найти радость. Урок 5. Исследование космоса. Привет, Анна! Ты знала, что седьмая планета от Солнца называется Уран? Привет, Джон. Да. Уран совершенно уникален по сравнению с другими планетами нашей Солнечной системы. Это действительно так. Он известен своим характерным синим цветом и наклоненной осью. Верно. Этот наклон завораживает. Оно заставляет Уран вращаться почти на боку. Точно. И у него очень холодная атмосфера, состоящая в основном из водорода и гелия. Я читал, что у него тоже есть кольца. Они не так заметны, как у Сатурна, но все равно интересны. Да,
Кольца состоят из частиц льда и камней, что придает им уникальность. Говоря об уникальных особенностях, у Урана много спутников, не так ли? Это так. Известно 27 спутников, и некоторые из них имеют интересные названия. Например, Миранда и Титания. Эти имена звучат волшебно. Интересно, как они были выбраны? Многие имена происходят от персонажей литературы, особенно произведений Шекспира и Александра Поупа. Это круто. Удивительно, как литература и наука могут вот так пересекаться. Конечно, это добавляет уровень повествования к изучению астрономии. Вы когда-нибудь смотрели на Уран в телескоп? Пока нет, но очень бы хотелось. Увидеть планеты вблизи должно быть невероятно. Это было бы. Я думаю, что наблюдение небесных объектов может вызвать у любого чувство удивления. Абсолютно. Есть что-то волшебное в ночном небе и всех его тайнах. Как думаешь, нам стоит в ближайшее время запланировать ночь наблюдения за звездами? Отличная идея. Мы можем искать Уран и другие небесные объекты, наслаждаясь звездами. Да, кажется, это идеальный способ совместить обучение и отдых под звездами. Я не могу дождаться. Совместное исследование Вселенной станет незабываемым опытом. Урок 6. Радость цвета. Привет. Анна, у тебя была возможность порисовать на этих выходных. Привет, Джон. Да, я это сделал. Мне всегда доставляет радость видеть, как красивые цвета сочетаются друг с другом. Это звучит чудесно. Что ты нарисовал? Я работал над пейзажем. Сочетание зеленого и синего было таким успокаивающим. Обожаю пейзажи. Они действительно могут передать суть природы. Точно. Вам тоже нравится рисовать или вы предпочитаете другой вид искусства? Я вообще предпочитаю фотографию. Снимать цвета природы– это увлекательно. Это отличный выбор. Есть ли у вас любимый объект для фотографии? Я люблю фотографировать цветы. Их цвета такие яркие и живые. Цветы прекрасны. Мне тоже нравится их устраивать. Это похоже на создание картины. Это прекрасный способ проявить творчество. У вас есть любимый цветок. Обожаю подсолнухи. Их ярко-желтый цвет всегда поднимает мне настроение. Подсолнухи восхитительны. Они действительно приносят тепло в любое пространство. А вы? Какой цветок тебе больше всего нравится фотографировать? Я думаю, что орхидеи– мои любимые. Их уникальные формы и цвета поражают воображение. Орхидеи элегантны. Они придают любому оформлению нотку изысканности. Определенно. Вы когда-нибудь пробовали рисовать цветы? Да, но сложно точно уловить их детали. Я могу себе представить. Замыслы лепестков и листьев должны быть жесткими.
Да, но приятно, когда все получается хорошо. Как думаешь, ты когда-нибудь попробуешь рисовать? Я мог бы, мне бы хотелось исследовать, как цвета могут смешиваться и создавать эмоции на холсте. Это звучит как отличная идея. Искусство может быть прекрасным способом выразить чувства. Абсолютно. Удивительно, как цвета могут вызывать разные настроения и воспоминания. Урок 7. Последние штрихи. Привет, Анна. Я закончил написание отчета. Я отправлю его вам на проверку, прежде чем мы отправим его. Привет, Джон. Это похоже на план. Я внимательно рассмотрю это. Большой. Давайте обязательно проверим наличие опечаток или неясных разделов. Абсолютно. Важно, чтобы все было чистым и отполированным, прежде чем оно погаснет. Я также хочу обеспечить эффективную передачу ключевых сообщений. Хорошая идея. Нам следует выделить основные моменты, чтобы они привлекли внимание нашей аудитории. Да, использование пунктов списка или заголовков может сделать его более читабельным. Это разумный подход. Визуальные элементы действительно могут помочь подчеркнуть важную информацию. Я также перепроверю данные, чтобы убедиться, что все факты и цифры точны. Определенно. Точность имеет решающее значение, особенно если она будет широко распространена. Я пришлю его через некоторое время. Как вы думаете, стоит ли добавить резюме в конце? Резюме будет полезно. Он дает читателям краткий обзор основных выводов. Согласованный. Это может помочь закрепить основные идеи, которые мы хотим, чтобы они запомнили. Как только я его проверю, мы сможем внести любые изменения и подготовить его к распространению. Идеальный. Всегда приятно взглянуть свежим взглядом на важные документы. Да, сотрудничество часто приводит к лучшим результатам. Я ценю нашу совместную работу над этим. Я тоже. Приятно делиться идеями и улучшать нашу работу в команде. Я с нетерпением жду возможности увидеть окончательную версию, как только мы закончим. Я позабочусь о том, чтобы оно было готово для вас в ближайшее время. Давайте сделаем этот репортаж ярким. Урок 8. Модные сочетания. Привет, Анна. Я думал об идеях нарядов на эти выходные. Весело. Что у тебя на уме? Я подумал о том, чтобы надеть джинсы с завышенной талией. Они сейчас такие модные. Абсолютно. Джинсы с завышенной талией можно сочетать с укороченным топом и кожаной курткой. Звучит стильно. Мне нравится острая атмосфера, которую придает кожаная куртка. Это действительно так. Кроме того, вы можете выбрать разные цвета укороченного топа, чтобы они сочетались с джинсами. У меня есть красный топ, который будет смотреться великолепно. Что вы думаете? Красный укороченный топ будет красиво сочетаться с темными джинсами. Это будет смелое заявление. Точно. Какие аксессуары, по вашему мнению, не следует носить? Серьги-кольца и несколько многослойных ожерелий прекрасно дополнят наряд. Отличная идея. Еще у меня есть ботильоны,
которые свяжут все воедино. Идеальный. Ботильоны придадут образу изысканности. Планируете ли вы нанести макияж? Я думала сделать это просто, придав естественный вид, возможно, немного туши и блеска для губ. Это звучит прекрасно. Свежий образ отлично уравновесит смелый наряд. Не могу дождаться, чтобы попробовать все это. Есть ли у вас какие-нибудь идеи для нарядов? Я подумываю надеть струящееся платье с джинсовой курткой. Это удобно и мило. Это звучит восхитительно. Струящиеся платья идеально подходят для непринужденной атмосферы выходного дня. Точно. Когда будем готовы, давайте сфотографируем наши наряды. Да, будет весело запечатлеть наши стили вместе. Урок 9. Приключения ждут. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы проехать по кое-каким маршрутам на этих выходных. Что вы думаете? Привет, Джон. Это звучит как отличная идея. Походы — прекрасный способ соединиться с природой. Точно. Я слышал, что поблизости есть несколько красивых троп. Мы могли бы исследовать их вместе. Да, и если у нас будет время, мы могли бы потом заняться водными видами спорта. Вы когда-нибудь занимались каякингом? У меня есть. Каякинг — это очень весело, особенно на спокойном озере. Это тоже отличная тренировка. Я бы хотел попробовать. Плавание по воде очень освежает. Конечно. А еще мы могли бы устроить пикник у воды после занятий. Это идеальный план. Было бы неплохо расслабиться и насладиться едой на свежем воздухе. И не забудьте о посещении близлежащего маяка. Это может быть отличное место для фотографий. Да, маяк станет прекрасным фоном. Плюс, мне нравится история, стоящая за ними. Я тоже. У них часто есть увлекательные истории о безопасном доведении кораблей до берега. Удивительно, какое значение они имеют в морской истории. Определенно. Прежде чем отправиться в путь, обязательно проверим погоду. Хорошая идея. Мы хотим провести приятный день для пеших прогулок и водных развлечений. Я проверю прогноз и дам вам знать. Я в восторге от нашего приключения. Я тоже. Звучит как фантастический способ провести выходные на свежем воздухе. Мне не терпится ощутить всю красоту, которую может предложить природа. Урок 10. Цена истины. Эй, Анна, ты знала, что Галилей был наказан домашним арестом за свои научные убеждения? Привет, Джон. Да. Удивительно и трагично то, как он столкнулся с такими последствиями своих открытий. Абсолютно. Он был не просто ученым. Он был революционным мыслителем, бросающим вызов нормам своего времени. Верно. Его поддержка гелиоцентрической модели, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца, вызвала споры. Действительно, церковь в то время верила в геоцентрическую модель, согласно которой все вращалось вокруг Земли.
Невероятно, сколько мужества потребовалось Галилею, чтобы противостоять таким могущественным институтам. Да, он продолжал публиковать свои выводы даже после предупреждения, что свидетельствует о его преданности истине. Я восхищаюсь его решимостью. Как вы думаете, домашний арест повлиял на его работу? В некотором смысле да. Он был заключен, но все же успел за это время написать важные произведения. Это впечатляет. Его книга «Две новые науки» стала новаторской и заложила основу современной физики. Точно. Удивительно, как он превратил сложную ситуацию в возможность для дальнейшего исследования. Это заставляет меня задуматься о том, как трудности могут привести к значительному прогрессу в знаниях. Очень верно. История Галилея является напоминанием о том, что стремление к истине часто требует жертв. И это подчеркивает важность научных исследований и свободы выражения мнений. Определенно, мы всегда должны поощрять задавать вопросы и исследовать новые идеи, несмотря на препятствия. Я согласен. Это жизненно важно для прогресса в науке и обществе в целом. Наследие Галилея напоминает нам о необходимости ценить любознательность и настойчивость перед лицом невзгод. Урок 11. Утренняя суета. Привет, Анна. Ты сегодня утром вовремя вышла из дома. Привет, Джон. Честно говоря, я этого не делал. Я спешил подготовиться. Я могу понять, утро может быть таким беспокойным. Надеюсь, пробки не слишком плохи для вас. К счастью, сегодня было на удивление светло. Я боялся, что застряну в пробке. Это облегчение. Ненавижу, когда из-за неожиданных задержек на дорогах я опаздываю. Точно. Это может быть очень неприятно, когда ты все спланировал. Есть ли у вас обычно утренний распорядок дня, который поможет вам быстрее выйти за дверь? Я стараюсь. Я раскладываю одежду накануне вечером, что очень помогает сэкономить время. Умный ход. Обычно я готовлю быстрый завтрак, но иногда пропускаю его, если спешу. Пропускать завтрак — не лучшая идея. Важно начинать день энергично. Истиной. Мне действительно следует поработать над этим. Может быть, я мог бы приготовить что-нибудь быстрое, например, овсянку на ночь. Это отличный вариант. Это полезно для здоровья, и вы можете сделать это заранее. Я обязательно попробую. Питательный завтрак помогает мне чувствовать себя более сконцентрированным. Конечно. И это может даже сделать утреннюю суету менее напряженной. Точно. Я думаю, что предварительное планирование может существенно повлиять на начало дня. Я согласен. Давайте оба возьмем на себя обязательство улучшить наш утренний распорядок дня. Звучит как план. За более спокойное утро и меньше суеты. Урок 12. Понимание насилия в СМИ. Привет, Анна. Я читала статью о том, как СМИ влияют на восприятие насилия. Привет, Джон. Это интригующая тема. Что говорилось в статье?
В нем упоминалось, что дети, которые смотрят жестокие шоу, вряд ли будут имитировать жестокие действия в реальной жизни. Это интересно. Но как исследователи это определяют? Они проводят различные исследования, часто наблюдая за поведением с течением времени и сравнивая разные группы. Я понимаю. Итак, чтобы сделать выводы, они смотрят как на медиапотребление, так и на реальные действия. Точно, они обнаружили, что, хотя насилие в средствах массовой информации может усилить десенсибилизацию, оно не обязательно приводит к агрессивному поведению. Это имеет смысл. Люди часто способны различать вымысел и реальность. Верно. И многие факторы, такие как семейное окружение и личный опыт, также играют важную роль. Итак, дело не только в том, что они смотрят. Речь идет обо всем их воспитании и социальном контексте. Да, благоприятная среда может смягчить любое негативное влияние агрессивных СМИ. Интересно, может ли родительское руководство помочь детям лучше воспринимать то, что они видят? Определенно, обсуждение содержания может помочь детям понять разницу между фантазией и реальностью. Это активный подход. Это может стимулировать критическое мышление в отношении средств массовой информации, которые они потребляют. Конечно, обучение медиаграмотности имеет важное значение в современную цифровую эпоху. Это дает молодым людям возможность делать осознанный выбор в отношении того, что они смотрят. Точно. Понимание влияния средств массовой информации может привести к формированию более здоровых потребительских привычек. Я надеюсь, что больше родителей и педагогов осознают важность этого разговора. Я тоже. Все дело в создании безопасной и продуманной среды для детей. Урок 13. Закусочная атака. Привет. Анна, мне стоит купить чего-нибудь перекусить на вечер кино. Привет, Джон. Да. Закуски необходимы для отличного просмотра фильма. Потрясающий. Как вы думаете, что у нас должно быть? Мне хочется чего-нибудь хрустящего. Как насчет чипсов? Идеальный выбор. Чипсы всегда нравятся публике. Стоит ли мне приобрести несколько разных вкусов? Абсолютно. Разнообразие является ключевым моментом. Может быть, еще что-нибудь классическое соленое и острое. Отличная идея. Еще я возьму немного печенья. Какой твой любимый тип? Шоколадная крошка. Конечно. С ними вы не ошибетесь. Я добавлю их в список. Какие еще угощения вы бы хотели? Как насчет попкорна? Это классическая закуска из кино. Да, попкорн необходим. Что нам следует выбрать? С маслом или с сыром? Обожаю маслянистый попкорн. Это делает фильм еще более особенным. Я волнуюсь. Просто думая об этом. Это будет веселая ночь. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашим каналом. Ваша поддержка помогает нам создавать больше отличного контента. Спасибо!